Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Дева. Таро прогноз на ноябрь. События ноября, которые скоро, возможно и неожиданно, придут в вашу жизнь или на ваш порог. Чего вы пока не видите или о чем вы пока не подозреваете, не знаете, а это, тем не менее, произойдет или окажет влияние на вашу жизнь. Давайте узнаем. И первый у нас колода 78 дверей, открыты двери или закрыты. Каков ключ? А может быть, куда-то мы и сами не пойдем, от чего-то откажемся. Давайте узнаем. Потоковая информация, как 3 знака судьбы, как 3 подсказки. Возможно, в каких сферах жизни вам доведется принимать важные решения. С чем это будет связано, мои дорогие девы? Хочется добавить, что для вас, знаете, время наступает, ну, наверное, к окончанию 2025 года вы прочувствуете свою силу как-то совершенно по-новому. И если предыдущий период был связан как и с разочарованиями, или как, ну, знаете, закрытые двери, невозможность было что-то преодолеть, какие-то вопросы решить, там складывались разные конфигурации. Но вот постепенно, шаг за шагом, вы приходите к времени возможностей и вашей миссии. Я не побоюсь этих высоких слов. Итак, смотрим. 3 знака судьбы. Первый, второй знак судьбы. О чем нам скажут карты? Что увидеть, рассмотреть нужно? И мы дополним колода колесо года. Цикличность, как в нашей жизни, да, все имеет причину и следствие. Значит, уже какая-то парадигма, которая заложена, да, может быть, во Вселенной. Но отчасти это ваши планы, то, что вы когда-то о чем-то мечтали. И, скорее всего, я вижу время возможностей, мои дорогие. А вот тот коридор возможностей, который открывается буквально с 9 ноября и будет продолжаться практически до конца марта 2026 года. Да, это время таких, знаете, продуманно разумных действий, но все же это время возможностей. Давайте достанем 6 карт. Чего вы, опять же, не знаете или что от вас скрыто. Позволим картам рассказать нам, что вам важно услышать или принять во внимание. К чему быть готовым? Ну или готовой. Достанем 6 карт. Не задаем вопрос. А пусть нам карты именно покажут, ну, как цепочку развития событий. Или, может быть, возможность. Возможно, это будет связано с человеком конкретным или ситуация. На этом тоже не заканчивается. Потом мы спросим, а к чему это вообще все идет, зачем это было нужно. Давайте узнавать. Первый знак судьбы. О, двери тянем. Вот смотрите, вы за какой-то предыдущий период, даже, может быть, это был период, когда, ну, невозможно было что-то делать, или сделать, или довести до ума, или выровнять какую-то ситуацию. Вот теперь эта возможность, она сама по себе к вам приходит. И ведь девятка жезлов в герметической колоде Таро, всегда говорю, карта великой силы. Но основная задача – понять, куда эту силу приложить. Какие-то мудрые действия, мои дорогие, от вас требуются. Это как знак судьбы, потому что человек несет двери. Вот есть какой-то дом без дверей, правда? Входи, кто хочешь. И с одной стороны эти двери как защита, поэтому себя защищать. Но защищать, наверное, не через какие-то доказательства, а когда мы просто, ну, где-то нивелируем эту ситуацию и не откликаемся даже на то, к примеру, если нам кто-то пытается как бросить перчатку, вызвать на словесную дуэль, потому что это тоже будет потраченное не время, нервы, ну и, в общем-то, это ни к чему не идет. Мы можем, и вы можете, мои дорогие девы, как и пересмотреть свое окружение, пересмотреть вообще свою стратегию, тактику на очень длительный период. Это, знаете, как начало-начал или первый шаг. Очень осторожный, внимательный, но уверенный. Сил у вас достаточно. Вот такой знак судьбы. Я вижу, что если была какая-то цель поставлена, вы теперь будете, как из этой цели, создавать конкретный тезис-план или какое-то длительное ожидание, может быть, оно у вас было, но оно завершается. У кого-то вопросы личной жизни, давайте откроем. Да, вы знаете, что бы вы тут ни задумали, двойка пентаклей. И дверей закрытых нет. Тут вы сами устанавливаете порядок, регламент и двери, будем говорить, да?
Перед кем-то откроете, перед кем-то закроете, ничего не объясняя. Королева кубков– это элемент как и ожидания, так и есть. Не случайно нам тут говорят, да, показывают, демонстрируют, как будто молодой человек молится на какой-то образ. С одной стороны, со знаком плюс это именно вот та цель, но сейчас-то у вас другая позиция. Вы сейчас в чем-то очень сильны, сильны в диалогах, мои дорогие. Вот эта дверь на дне бассейна, она откроется от синхронности ныряльщиков. Есть какое-то контактное лицо, а то и лица, может быть, много, много и каких-то задач, но договариваться придется. Для вас это очень важно. А хочется спросить, не ту колоду взяла? А что это вообще? Опять нам показывают о том, что вы как жизненный экзамен проходите. Два человека, с одной стороны, это не те двери, когда что-то закрыто, да? Или не то, что мы сами даже открываем, а какая-то перезагрузка, ведь любая тройка– это карта будущего. И тут вы сами устанавливаете регламенты, порядки, но делаете это как-то очень элегантно, красиво. А тройка пентаклей может свидетельствовать о том, что кто-то из вас будет учиться чему-то новому. Ведь это всегда карта как и раскрытие наших талантов, наших возможностей, признание наших заслуг, кстати. Или когда мы вообще чему-то учимся, потому что нам нужно получить конкретно бумагу, сертификат, подписать какой-то документ, какое-то соглашение. И мы ищем вот эти точки взаимодействия, мы их находим. И от этого растет и опять же ваша популярность, ваши возможности, и в том числе по части денег, кстати. Вот кто-то может отправиться на курсы, что-то изучать из вас, а может быть, это даже самый вот такой элементарный момент. Вы это можете прочувствовать. Нужно получить, к примеру, права, да, и водить автомобиль. Вы можете тут многое что задумать, а для кого-то изучение языков, для кого-то просто это касается работы и вот сделать себя более востребованным на рынке труда. Ну, самые разные могут быть направления. Ремесленник показан, поэтому кто-то может изучать как ремесло. Это не то, когда нам необходимо годами еще сидеть в университете и как заново какую-то науку долго изучать. И пока мы там будем специалистами. Нет, мы тут за несколько месяцев получаем уже как свидетельство, может быть, или вот этот ресурс в наши руки. Ведь человек делает что-то своими руками. Где-то и девятка жезлов тоже. Вот вы буквально создаете свое будущее. А что это вообще? Конечно, тут вопрос денежный. Карта самодостаточного человека. Королева жезлов. В триумфальной иерархии. Да, тут рост вашей популярности. Вы что-то будете делать такое продуманное. И получите от этого волшебный эквивалент. Признание ваших заслуг, мои дорогие. И переход на новый уровень. Возможности. Но договариваться придется, может быть, как с людьми хорошо знакомыми, так и с теми, кого вы еще пока не знаете хорошо. Что за вопрос? Сепарация только иллюзия, старший аркан влюбленная. У кого-то вопросы личной жизни, вопросы пары, любимого человека, вопросы семьи, дома, местонахождения. Но тоже ведь карта говорит. С одной стороны, нам кажется, что это выбор, а тут нет, тут нужно именно как-то договориться. Каждый человек как будто играет свою роль в нашей жизни. Есть такой момент. И, по крайней мере, мы смотрим на ноябрь, но тут не совсем время выносить вердикты, а здесь время выстраивания каких-то, может быть, и узких фарватеров. Быть дипломатом, мои дорогие, это точно. И тогда, да нет закрытых дверей. Это уж факт. А что там еще? Ну, посмотрите. 6 я всегда говорю. Это победа. Почему я достала 6 карт? Вот у вас шестой старший аркан, договариваться придется. И, кстати, шестерка кубков, это имеется в виду какая-то либо очень хорошо знакомая ситуация, либо это конкретно ваши близкие, контакты, друзья. Может быть, это у кого-то даже проигрываются далекие родственники, и все равно договариваться придется. Ваша победа, ваш триумф, мои дорогие, ваша миссия, она будет зависеть от того, как вы договоритесь. Двойка пентаклей. Может быть, нам что-то и не нравится, но тем не менее возможности у вас через дипломатию. Ладно, давайте будем узнавать, чего вы пока не видите, не знаете, к чему быть готовому.
Но есть какая-то перерокировка, потому что по 13-му аркану, надеюсь, все правильно понимают, это завершение какой-то прежней истории. Или вообще, более глобально, старший аркан завершается прежний жизненный этап. И здесь перезагрузка нам об этом и говорят. Мы можем и что-то изучать, мы можем устанавливать в каком-то новом ракурсе или в новой концепции отношения или взаимоотношения даже с теми людьми, которых мы когда-то знали. И по разным причинам, может быть, ну, не было общения. А вот теперь мы тогда можем закопать топор войны. Вот, кстати, достигнуть нужный компромисс. Потому что, с одной стороны, мы не вспоминаем былое, кстати, да, но и сами-то, если мы смотрим в будущее, понимаем, что пусть даже есть ваш интерес к конкретной персоне, мы ведь не знаем, у кого-то тут жизни личные, тогда это более откровенно какие-то разговоры должны проходить, или может быть рабочая ситуация, но договариваться опять же приходится. И, может быть, мы по-разному относимся к конкретным людям, но тем не менее мы видим, что, ну нет, какое-то сотрудничество целесообразно продолжать. Тогда вот какие-то разногласия мы сводим к нулю. Но ведь эта карта еще и возрождение, мои дорогие. Возрождение в вас самих– это возможности оставить, опять же, завершить какую-то сложную ситуацию, которая прогресса не имеет, мои дорогие. Вот чего вы не видите. Да. И более чем остаться довольным. Десятка пентаклей. Тут вам, знаете, благополучие в какой-то высшей октаве. Во-первых, конечно, эта карта отчасти говорит, что все у вас идет как надо. Или возможности сами по себе, они у вас есть. Как и договориться, как и решить финансовые вопросы. Остаться довольным от своих приложенных усилий в целом. Но это карта дома. Может быть, именно дела домашние, дела семейные, дела, вот все то, что, если это по королеве кубков, знаете, тут идет еще такое важное качество, как альтруизм. Да, иногда это граничит даже с тем, что как самопожертвование, то есть тоже альтруизм в высшей октаве. Может быть, это касается вас, а может быть, это касается конкретного человека, который вас любит. Но у каждого тут будет по-своему. Каждый будет что-то по-своему пересматривать. Но вот если мы возьмем вот эти три карты, может быть, и этот альтруизм будет пересмотрен, но в какую-то более практичную плоскость переведен. Или отношения. Пусть это как у вас открываются глаза на ваш союз, на вашего человека, близкого человека, или, может быть, даже какую-то дружбу, которая длилась именно как контакты, связи, встречались вы, а теперь вот эти встречи закончатся, и вы захотите создать семью. У кого-то ведь и так, именно предыдущий этап жизни завершается. Вы пока этого можете не видеть, но на ноябрь, значит, как-то будут разворачиваться события. Да точно, смотрите, вам высшие силы помогают. И еще одна шестерка. Шестерка пентаклей. Помощь ангелов. Вообще баланс. И я должна все-таки сказать, что да, по финансам следует быть аккуратным. Это не значит, что мы в скупердяев превращаемся. Нет, конечно. Эта карта, знаете, когда мы можем получить помощь. И по этой карте чаще всего нам кто-то помогает. И если, мои дорогие девы, у кого-то из вас сейчас патовая ситуация, в том числе и по финансам, то есть тот человек в вашем окружении, который вам окажет содействие или придет на помощь. И вот с этим человеком может быть правильный выбор людей. А я должна сказать, до конца 2025 строить правильные социальные связи очень архиважно. Вот уж чем-то подобным вы тоже можете заниматься. Может быть, вы и будете анализировать, кто со мной, а кто, ну, как против меня. Но если даже кто-то против, то ни одна, кстати, карта не говорит о том, что вы кому-то что-то доказываете. Вы понимаете бессмысленность настаивания на своем. А вот по-английски вы уйти можете от некоторых контактов. Или, по крайней мере, будете постепенно сводить что-то к нулю. В чем не видите продолжение. Но по этой карте есть и такая подсказка, чего вы не видите. То есть, понимаете, это вам, опять же, если мы... Каждая карта имеет много смыслов, да, много значений. Если вот я говорила про альтруизм, любой альтруизм тоже имеет, ну, скажем, какие-то рамки. И если вы прежде, допустим, кому-то помогали, самопожертвования не должно быть. И вот эта карта очень вторит всему тому, что я сказала. Помни, рука дающего
завтра может быть рукой просящего. Для вас в целом чего вы не видите, мои дорогие? Время ноябрь, когда это вы можете получать бонусы. Получать бонусы, пусть это руками других людей, не тем совсем, кому вы помогали, а какие-то другие новые люди тоже могут приходить или возобновляться связи, контакты. Но вам сейчас, как Вселенная, пытается вернуть, ну, как какой-то должок именно за то, все в нашей жизни причина и следствие, когда вы поступили как-то очень хорошо. И вот именно этим нужно воспользоваться. Хотя я могу допустить, что, ну, какая-то личная ситуация, когда ваши близкие тоже где-то могут поднять некоторый вопрос о вложении, может быть, или попросить денег, вот даже банально так. Но тут какие-то тогда очень мудрые решения вам надо принимать. Фортуна на вашей стороне. Не случайно у нас колесо года. И вот если мы пронаблюдаем за вращающимся колесом, создается впечатление, что сначала колесо идет наверх, достигает какой-то высшей октавы, высшей точки, а потом будет неизбежно спад. Вот именно цикличность. Вот когда выпадает колесо фортуны, ваша фортуна идет наверх. Потом будет спад. Поэтому карта говорит, не теряй времени. Вот мы можем, знаете, поставить что-то на паузу, там что-то размышлять, подумаю завтра или что-то проясню. Но, видимо, в ноябре будут у вас такие дни, когда вам придется сконцентрироваться на конкретном вопросе, что-то проанализировать, возможно, от чего-то и отказаться, это может касаться именно даже вашей активности, действий или каких-то последующих планов. Коррекция планов неизбежно будет у вас в ноябре. Именно потому, что не упустить время, не упустить по фортуне вот эту возможность. А вы можете этого не видеть. Вообще это ваша карта, король пентаклей. Да, тут не совсем, конечно, если мы в целом о короле пентаклей, не совсем тут про вдохновение, про какие-то эмоции. Да нет, конечно, это великий консерватор. Но именно консерватизм ему помогает, ну, знаете, выстоять какую-то сложную ситуацию, период, когда все остальные попадали. Он надеется всегда сам на себя. Мои дорогие девочки, тут может быть, как и по личной жизни, да, тут десятка пентаклей, когда, ну, есть у вас такой партнер, или теоретически вы можете встретить такого человека. И я не исключаю завершить какой-то период очень грустного разочарования, длительного, когда вы решите: все, я не хочу быть одна. Может быть и так. И вам может пространство запросто, так карты у вас ложатся, как вот эта причина и следствие вас может свести с таким человеком. Может быть, это знакомство уже состоялось, и вы постепенно будете что-то нивелировать, подводить к нулю, как прежний жизненный этап. Да и тогда это тот человек, на которого можно положиться. Но, хотя, мои дорогие девочки, и для вас я могу точно так же предположить, что вам придется, ну, где-то по некоторым вопросам быть вот в таких более мужских энергиях. Ну, не замечтаешься. У вас много пентаклевых карт. Ну, 3 как минимум, да? Но здесь ведь тоже нам говорят договариваться. Но может быть тот период, когда всех впускать и никого не выпускать. Ну, я так шучу, конечно, но ну, вынесем быстро вердикт, а потом можем и пожалеть. Но я вижу, что будут такие ситуации спорные. И, может быть, когда вот спорные получается, когда мы точно не можем чего-то видеть, да, ну, наверное, отступить полшага назад и просто что-то сохранить и себе так на заметку пометить, что, ну, это на какой-то период ты должен пронаблюдать. Но вообще это карта уверенности. У кого-то это могут быть банки или взаимодействия с подписанием каких-то документов. Но вообще для вас, кстати, есть возможности какую-то важную бумагу получить. Или вот подписать контракты, соглашения. Ну, вам стоит только захотеть, а потом построить правильный диалог, и вам сама фортуна как будто откроет нужные двери. Чего вы не видите? Еще одна 6. У вас столько побед, мои дорогие. Причем тех побед, когда вы уже плоды труда своего увидите и в ноябре, а потом начнет продолжаться. Представляете? А там как будто у вас вообще другие перспективы. И это все то, что я говорила по планетарным транзитам еще до нашего расклада. Берите большую дистанцию. А еще, знаете, мои дорогие девы, ну вот все же, конечно, слышали о теории вероятности Эйнштейна. Так вот, мечтайте на высокое.
Поставьте больше целей, именно цели. Не с позиции «бой, было бы неплохо», «бы» вот это она всегда мешает. А тут чем больше намечтаем, тем больше получим. Теория вероятности. Физика. Ничего лишнего. Так вот, карта заслуженного успеха. Это то, что будет продолжено. Какой-то успех у вас идет в геометрической прогрессии, мои дорогие. Но для этого, вот от этого безжизненного берега. Как будто отчалить-то придется все-таки, правда? Но оно того стоит. И искусство мелких шагов или аккуратных шагов. И да, не все нравится. Нам тоже человек изображен на карте. Такой, ну, угрюмый. Потому что мы ведь еще не знаем, что нас там ждет впереди. А мы тут на этой такой вроде хлипкой лодочке куда-то отправляемся. Причем в одиночку. Правда, ваша миссия какая-то присутствует? У кого-то это может быть, чего вы не видите. Какой-то путь, поездка вам предстоит, мои дорогие. И это судьбоносно. Как ангелы будут вас вдохновлять, благословлять или создавая для вас вот эту траекторию. Не откажитесь от чего-то. А давайте мы с вами, к чему же это все идет, для чего вообще все это было нужно. Но я знаю, что у вас там что-то такое глобальное с заходом на 2026 год. Вы ведь надежные люди. Вы умеете, ваша планета, управитель Меркурий, она вам позволяет правильно оценить обстановку, в то же время правильно проработать какую-то информацию, это тоже очень важно. И увидеть, может быть, те перспективы, где не видят это другие. Так вот, к чему это все идет? К празднику после победы. Я даже не буду доставать дополнительные карты. Стабилизация. Или ведь 4 жезла – это как 4 столпа. Это и ваша уверенность, это и некоторый якорь. Это решение вопросов сразу. С одной стороны, жезлы, дела, работа, бизнес и откуда к нам приходят деньги. С другой стороны, всегда по этой карте вопросы личной жизни и дома. Поэтому тут какая-то волшебная конфигурация, когда важно все, и вы это сумеете все соединить. Так, как вам будет нравиться, мои дорогие. Пусть в вашей жизни будут и победы, у вас их очень много выпало. Пусть будет и праздник. Перекладывайте на себя, мои дорогие. Я благодарю за ваши добрые и душевные комментарии. Я благодарю за то, что вы смотрите мои видео. Подписывайтесь на мой канал, оставайтесь со мной и будьте счастливы, будьте любимы всегда.